Привет, друзья! Меня зовут Наташа, и я рада приветствовать вас на проекте Код Фокус. В этом видео мы с вами узнаем, что такое CSS, создадим файл стилей для нашей страницы и в итоге сделаем верстку десктопа нашего макета. В прошлом видео мы использовали Aptana Studio. В данном предлагаю попробовать быстро набирающий популярность редактор VS Code. Открываем нашу папку с заготовками из прошлого видео. Первое, что мы сделаем, это создадим CSS файл. Как вы уже догадались, использовать будем внешнюю таблицу стилей. Давайте ее подключим. Давайте сразу проверим, подключилась ли наша таблица стилей и добавим вводит цвет красный. Отлично, работает. Далее я сразу поделюсь, как я экспортирую название классов разом. Для экспорта имен классов я использую extract.css.com. Теперь копируем это все в нашу таблицу стилей. Для того, чтобы выровнять по ширине макета, откроем инструменты разработчика или DevTools и видим при наведении на тег-боди стандартный внешний отступ, равный 8 пикселей. Когда мы добавим тегу body некий отступ, мы увидим, что своим локальным свойством вытесним глобальное свойство тега. Далее заголовки. Видим, что шрифт в макете нестандартный, значит нужно его подключить. Ищем шрифт в Google, качаем его и поместим в папку с нашим проектом. Сначала идет свойство названия шрифта. Далее идет ссылка на него. И необязательным параметром идет определение толщины. Поскольку таких шрифтов у нас несколько, копируем свойства для всех трех шрифтов. Далее присвоим тегу body в свойство имя глобального шрифта для нашей страницы. А также размер глобального шрифта будет 14 пикселей. Обновим страницу и увидим, что шрифт подключен верно. Также хочу заметить, что на нашем макете присутствует контентная часть, либо контейнер, равный 1110 пикселей. И контент внутри него расположен по горизонтальному центру. Либо контент имеет внешний отступ или свойство margin слева и справа равный авто. Не стоит сразу пугаться названий свойств и их значений. Запоминается это все только с опытом. А в начале каждое действие можно гуглить. Проверяем и видим, что контейнер выровнялся по центру. В инструментах разработчика мы можем проверить фактическую ширину и длину. Продолжаем работать с шрифтами. Замеряем их размер и заносим данные в нашу таблицу стилей. Поскольку название заголовков у нас соответствует нашим размерам, мы можем спокойно определить свойства их класса. И видим, что у нас на странице применились все наши стили. Далее давайте определим наши ссылки в хедере. Шрифт наших ссылок 16 пикселей. Далее модификатор ссылок в хедере Light. Запишем цвет наших ссылок с модификатором Light. Далее очень интересно. У нас хедер имеет задний фон в виде изображения. Давайте посмотрим, как сделать такой хедер. Проверяем и видим, что фоновое изображение подключилось, но не совсем так, как на макете. Для этого зададим высоту нашему хедеру, равную высоте на макете. Затем уберем нижнее подчеркивание с наших ссылок. Далее воспользуемся DevTools, отредактируем наши списки ссылок. Уберем точки слева от элементов списка, а также внешние и внутренние стандартные отступы. Скопируем и добавим это в нашу таблицу стилей. Далее давайте дадим определение ссылок с модификатором Dark. А сейчас давайте определим свойства для нашей кнопки. Цвет шрифта нашей кнопки белый. Сам шрифт у нас 18 пикселей. А также есть задний фон и внутренние отступы. А также шрифт использует свойства заглавных символов. Все это узнаем и заносим в нашу таблицу стилей. Далее добавим стили к названию текста на нашем баннере. Это у нас цвет и толщина символов. Копируем из DevTools и вставляем в нашу таблицу.
Далее приводим хедер в соответствии с макетом. Выравнивать будем с помощью свойства DisplayFlex, а также растянем элементы внутри флекса по расстоянию между ними. Далее мы видим, что забыли добавить текст к логотипу, когда делали семантику. Добавим текст. Обновим, проверим. Давайте добавим необходимый стиль к нашему логотипу. Уберем нижнее подчеркивание, добавим правильный цвет и выровняем с помощью флексов. А также зададим свойство, которое делает из контента колонку. Копируем и вставляем в нашу таблицу стилей. Добавляем нужное определение шрифта и размера. А теперь выровняем элементы списка верхнего меню. Давайте попробуем выровнять свойством Display Inline Block. И, конечно, замеряем внешний отступ ссылок и внесем его в нашу таблицу стилей. Далее добавим нашим ссылкам свойства, определяющие все буквы заглавными. А также добавим внутренний отступ нашему хедеру, предварительно замерив его на макете. Сейчас будет удивительное свойство CSS. При использовании высоты и внутреннего отступа фактической высотой элемента является его абсолютная высота и высота внешнего отступа. Если нам нужен размер, четко используемый в макете, это свойство Box Sizing. Далее выровняем элементы нашего хедера по вертикали. Для этого воспользуемся свойством флексов Align Items Flex End. Сейчас добавим тексту баннера свойства для определения текста заглавными символами. И добавим внешние отступы по вертикали и горизонтали. Отступ по горизонтали берем от края контейнера, а не от края макета. Наконец-то мы перешли к нашим услугам. Ширина нашего блока с услугами равна ширине макета, или 1200 пикселей. Выровняем элементы в услугах с помощью флексов. Далее видим, что наша разметка немного отличается от макета, поэтому чуть-чуть ее подкорректируем. Добавим необходимые структурные элементы к нашим услугам и правильно спозиционируем изображение и текст. Проверяем. Услуги выровнялись правильно. Затем добавим внутренние и внешние отступы к элементам в услугах, к тексту и к блоку нашей отдельной услуги и зададим ширину колонки в структуре услуги. Добавим выравнивание по центру. Дальше определим шрифт услуги и его размер, и отступы. Слева, справа, сверху, снизу. А также не забываем про межстрочный интервал, обычно равный высоте одной строки. Также можно проверить DevTools. Переходим к блоку «Подарочный сертификат». Наши действия будут точно такими же. Выравнивать будем флексом. И тут мы видим, что мы забыли добавить заголовок. Нам необходимо добавить заголовок, чтобы соответствовать макету. Остальное все по тому же принципу. Добавляем контейнер, который забыли добавить на этапе создания семантики веб-страницы. Задаем флекс-поток в элементе подарочного сертификата для создания колонки. И выравниваем элементы по горизонтали и по вертикали по центру. Далее выравниваем заголовок, определяем его большими буквами. Затем добавляем внешние отступы к нашему заголовку. Давайте попробуем сейчас воспользоваться сокращенной формой записи Margin.
Расшифровку советую найти в интернете. А также отступы к заголовку. А теперь добавим ширину и длину для наших изображений. Соответственно, определим текст под нашими изображениями, шрифт, размер и межстрочный интервал. Далее добавим свойства для наших иконок. Ширина, длина, выравнивание, отступ снизу. И, кстати, добавим структурно-семантический тег обертку для позиционирования соответствующего макету. Немного перенесем стили и видим, что так гораздо лучше. А теперь вернемся к нашим ссылкам. Мы видим, что ссылки имеют маленький элемент по текстам. Давайте его добавим с помощью псевдоэлемента. Про псевдоэлементы мы можем почитать в интернете. В нашем случае используем псевдоэлемент before с абсолютным позиционированием и абсолютными значениями ширины и высоты. И точно такой же аппендикс добавим к ссылкам в подарочном блоке. И теперь мы наконец дошли до футера. Задаем ему свойства заднего фона. Отступы к предыдущему блоку. Затем добавим к модификатору меню вертикальные, необходимые для построения в колонку свойства. Далее добавим футер-контейнер для выравнивания. И создадим для контейнера модификатор, который определяет выравнивание по верхнему краю. А также зададим цвет и шрифт для всего текста в футере. Далее выровняем наши иконки социальных сетей, задаем им правильные отступы и правильное выравнивание. Наконец мы подошли к блоку с контактами в нашем футере. Замеряем размер иконок и расстояние, добавляем отступы и выравнивание. Также дописываем структурно недостающий тег. И последнее, что остается сделать, это шрифт и отступы. Мы только что смогли сделать верстку страницы десктопной версии сайта. В следующем видео мы сделаем эту страницу резиновой, от десктопа до мобилки.
Спасибо за внимание и до новых встреч на проекте Код Фокус.